Я культурный человек. Какие же вы Вы. ущербные. Вот А в чем же все наша это. ущербность? Ну, а Что мы вот строим, не если, ходим, а? а вот если у вас губы шевелятся, то это У нас, это касается, еще раз, только россиян. гордость данных за свою страну, за Россию. Все. Понял. Ай, какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба. Щоб у клятих московитів пір'ям гор не поросло. Здравствуйте. Доброй ночи вам. Вы, наверное, с Кавказа откуда-то, да? Нет, я из Киева. Это Украина. А, А ви откуда? дуже приємно. І вам мої вітання, а ви звідки? З міста Миколаїв. Тримайтесь там. Миколаїв, це... Там у вас ще страшніше, ніж у нас. Херсон, Переможемо. Миколаїв, Харків. Я вже не кажу про лінію зіткнення. Да. Переможемо. Тримайтеся. Нічого, нічого. Вони ж думали нас залякати, але в них не вийде. Ви думаєте? Я думаю, получится. Не, эти мерзавцы, они же на самом деле сейчас они начнут получать назад и быстренько обосрутся. Николаев, Херсон, Одесса. Это русские города. Ну, есть дебилы, которые считают русскими городами даже Варшаву и Хельсинки. То есть в мире дебилов очень много, но особая их концентрация в России. Там этого добра, там просто, ну вот, плюнь, куда ни плюнь, попадешь в идиота. Там труднее попасть в человека нормального, чем в дебила. И я уже не говорю про Урал. Это вообще там просто концентрация сверх меры. Кстати, о птичках. Вот тут меня некоторые спрашивают, что делать с Ростовом? Что делать с Ростовом, Кубанью, там Воронежской, Белгородской области? Я сказал, что нам это не надо. Мы не будем... Ну, то есть у нас даже если будет возможность оккупировать, захватить эти... Хотя это украинские города, но нам это не надо. Там живут эти рукожопые лентяи. Нам их всех кормить? Нет. Нет, сами. Ну, что поделать. Так сами откуда себя... вы болезный? Ну, я же вижу, что вы не из Николаева. Ну, по лицу-то видно, что вы... Да нет, конечно. С Урала? Я школу в Николаеве окончил. А сейчас на Урале, да? Нет, на Алтае. О, а на вид с Урала. Понял. Нет, Алтайский край. Ну, я знаю, гора Белуха, Алтайский край, все. Да, Понимаю. да. Слушайте, можно спросить, а вот вам лично, да, вот вы сказали, что Одесса русский город, Николаев русский город. Вот представьте себе, запамятовал, как вас зовут? Меня Марк, вас как? Евгений. Евгений. Представьте себе, Евгений, что вам удалось захватить Николаев. Ну, приблизительно в таком же состоянии, в каком сейчас находится Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Пески. То есть ни одного целого дома. Знаете, хотелось бы, Зачем чтобы... вам такое? Хотелось бы, чтобы Николаев остался целым, Ну, это невозможно, вы это понимаете. но не факт. Эти твари и сейчас по Николаеву стреляют, просто они не могут сейчас нанести огромных разрушений. А вот Бахмут сравняли с землей, Пески Вот сравняли с землей. Смотрите, я вам объясню. Вот у меня одноклассница в Николаеве живет. Мы с ней периодически общаемся. Она вас не прокляла? Нет, нисколько. Странно. Потому Я знаю что у много нее- случаев таких. У нее... Даже с родственниками перестали общаться люди, потому что все, для николаевцев вы оккупанты и мерзавцы. Нет, вот я вам объясняю. У нее отец, скажем так, подполковник в запасе, военный офицер.
скажем, служил еще при СССР. При Брежневе. Да хоть при Брежневе, хоть при Комной. Ну, при Советском Союзе, скажем так. Понимаю. И то, что там прилеты были, я говорю, я вот с ней общался, периодически переписываемся. Я говорю, по домам полетела? Она говорит, нет, Жень, говорит, полетела она по заводу, где технику восстанавливали и всякое такое. Кто же из вас врет, она или вы? Есть подозрение, что вы. А мне какой смысл врать? И я о том же. Просто, Абсолютно. знаете, как я узнаю, что россиянин врет? Как? У меня есть 100% способ, но это касается только россиян. Для других этот способ не подходит. У вас же есть паспорт гражданина России? Конечно. Ну все, значит, для вас подходит. Способ простой. Губы шевелятся. Ну, само собой, когда я с вами разговариваю, у меня губы шевелятся. Поэтому, раз россиянин открывает рот и шевелятся губы, 100% что будет врать. Ой, какие То же есть вы иначе не ущерб- бывает. Ну, однозначно. Это проверено многолетним опытом. Какие же вы ущербные. Вот А в чем всё же наша это- ущербность? Ну, Что а мы вот строим если- не ходим? А? А вот если у вас губы шевелятся, то это... Это касается, еще раз, только россиян. Вон как. Ну, Причем я не знаю, для чего россияне лгут. Они лгут всегда просто из любви к искусству, из любви поврать. Вот первое, что вы мне сказали, когда мы с вами начали говорить, вы сказали, что вы из Николаева. Это ложь. Вы из Алтая. То, что вы когда-то жили в Николаеве, это не то. Но вы мне попытались выдать себя за николаевца, за жителя Николаева. Так вот, я Ради вам- чего? Просто из любви лгать. вот И я про вам ещё одноклассницу также. вам показать переписку в чате. Да. Прилеты по Николаеву. Очень плохо видно. Ну, Ну, оденьте очки. прочитайте. А потом я прочитаю. Вот он мне Прилеты написал. российских снарядов бомб по Николаеву. Обстрел Николаева кассетными боеприпасами. Первое, что выдает Википедия. Итак, 13 марта 22 года во время вторжения России в Украину вооруженные силы России обстреляли 13 Николаев марта кассетными боеприпасами. В результате чего погибло 9 мирных жителей. Это, конечно, по заводу, ну да. 13 марта? 13 марта 22 года. А вторжение России когда началось? Ну-ка. Вторжение России началось 24 февраля 22 года. Это была третья неделя вторжения. Первый прилет по Николаеву был это по аэродрому Кульбакиновых. И не надо мне рассказывать. А по какому аэродрому? Кульбакиновых в Николаеве. Военный аэродром находится. Возможно, первый прилет был туда. Но 13 марта вы ударили кассетными боеприпасами по жилым домам. 9 человек мирных жителей погибло. Знаете, почему вы это сделали? Не было такого.
Ну вот, это Википедия, пожалуйста, читаю вам. Вы можете легко прочитать. Надо Википедия. почитаем. Обстрел Николаева кассетными боеприпасами. Прямо прочтите в российской Википедии. А знаете, почему вы так поступили? Потому что зверье. Российские военные – это синоним зверья. Вот твари, негодяи. Которая самая главная задача – убить как можно больше людей. А Не что- а вот именно так. Если то, вы что- их, если вы это Ну, поддерживаете, не надо перебивать. ну вы начали и замолчали как рыбка. А то, что Украина начала долбить, как вы говорите, Бомбить Бомбить. Бомбас. да, это было нормально? Нах? Конечно. Туда Да? пришли оккупационные войска. Туда пришли мерзавцы из Вы- России. Вы И уничтожали... они начали свой- обстреливать наши города Пески, Марьинку, Золотое, Попасную. Мы стреляли в ответ, действительно. Вы уничтожали свой же народ. Нет, мы уничтожали оккупантов и примкнувших к ним коллаборантов. Да, это война. Не надо Да. было переться к нам. И маленьких детей тоже. А они Всякое каким бывало, боком, согласен. прямо, Попадали под раздачу, попадали и мирные. После того, как туда пришел русский мир, когда Россия захватила Донбасс, кусок Донбасса, и стала оттуда стрелять, есть многочисленные видео, как российские грады стоят между домами, прямо в микрорайоне, выбегает мужик, говорит, что же вы, твари, делаете? Они отстрелялись и уезжают. Вы же отстрелялись, а по нам сейчас прилетит. О том, А как когда- россияне стреляли из минометов в ту и в другую Вот это- сторону. ох, Россияне всё – это понятно. мерзавцы. Не все, Всё. но большинство. Цепсо понесло. Могу вам задать один вопрос. Евгений, правда? Да, я вас слушаю, да. Вот каково себя ощущать фашистом и мерзавцем? Вот вы обычный фашист и мерзавец. Каковы когда- ваши чувства при этом? Гордость? Гордость, да, за свою страну, за Россию. Все. Понял. Кого Да. больше любите, Гитлера или Путина? Я люблю свою страну. Ну, и я о том же. Ну, страна фашистская, значит, Гитлера должны уважать. Путин ваш новый фюрер. Вы его тоже должны любить. Знаете, я не хочу материться, но просто Ну, вам уже скажу. начали, так продолжайте. Я не хочу материться, Ну, я просто скажу. если вы уже начали До- материться, до- так что себя сдерживать? Вы же россиянин. До- Вы доброго иначе вам не пути. умеете. Я культурный человек. Вы? Доброго пути вам. Понял. И вам попутного ветра взад. Вслед за российским военным кораблем.